Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на 2026 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот интенсивный период нашего времени, ведь нас с вами в 2026 году ждут два коридора затмений на растущем лунном цикле, то есть эмоций, энергии нужно будет выделить очень много. У нас с вами 3 периода ретроградного Меркурия, но вообще кого они волнуют против одного периода ретроградной Венеры в Скорпионе в квадратуре с Плутоном и в октябре, в ноябре 2026 года. Понимаете, о чем я говорю, да? Плюсом, конечно же, у нас многие планеты меняют знаки. Так у нас окончательно перемещается Сатурн и Нептун в январе-феврале в самом начале года в знак Овна. В апреле Уран меняет знак из Тельца, наконец-таки выходит, перестает делать напряженную оппозицию Скорпионом третьей декады. И он, наконец-таки, 26 апреля 2026 года, какая красивая дата, переходит в знак Тельца и уже не возвращается. Естественно, у нас Юпитер 30 июня тоже меняет знак, и из гармоничного положения ко всем скорпионам в 2025 году он уже с 30 июня будет делать квадратуру ко всем скорпионам. И я хочу сказать, что, дорогие скорпиончики, противоречия во второй половине 2026 года будут складываться так очень сильно быстро, очень сильно накручиваться, потому что до 12 декабря 2026 года буквально, да, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь, за 5 месяцев эта планета пробежит все градусы Льва, и потом пойдет в ретроградное движение, то есть обратно будет делать квадратуру ко всем скорпионам. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь, конечно же, все скорпионы, и первой, и второй, и третьей декады, год у вас будет очень интенсивный, очень яркий. Не могу сказать, что наступит 2026 год начала, и мы сразу почувствуем облегчение и завершение всех тех процессов и событий, которые у нас есть сейчас, на настоящий момент времени. Конечно же, это не так, но, по крайней мере, январь будет очень мощный, ну а февраль у нас, конечно-таки, зарядит нас коридором затмений, который скажет, насколько мы готовы или же не готовы. Ну что, ребят, присаживайтесь поудобнее, буду рассказывать точечно по каждой декаде. Вы уже поняли, что это гороскоп подекадный. Буду рассказывать астрономическое событие, как оно влияет на каждую декаду Скорпиона. Конечно же, с рекомендациями, как максимально интересно пережить этот период времени. И да, важная информация, если вы смотрите этот гороскоп по Солнцу, то все скорпионы, кто родился в октябре, это первая декада скорпионов. Скорпионы, кто родился с 1 по 10 ноября, это вторая декада скорпионов по Солнцу. И если вы родились с 11 ноября и до знака зодиака Стрелец, то вы третья декада скорпионов по Солнцу. Если вы смотрите по асценденту, да, события в нашей жизни тоже складываются и по асценденту, я знаю, очень многие смотрят, и если вы смотрите по асценденту, то тогда 30 градусов скорпиона делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус скорпиона, тогда это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда это третья декада асцендента по Скорпиону. А если вы просто хотите узнать, что такое асцендент в Скорпионе, и вообще послушать очень такую важную информацию, в конце этого гороскопа я прикреплю видео «Асцендент в Скорпионе». Очень много полезного для себя узнаете. Ну что, ребят, начинаем. У нас с вами часок очень активного, продуктивного времени, поэтому я надеюсь, вы налили себе чего-нибудь вкусненькое. Мы начинаем. Так, январь 2026. Хочется, конечно же, сказать, что мы перевернем календарь, и все как-то в нашей жизни изменится. Но будем реалистами. Конечно, спору нет, с начала января у нас настроения будут разниться, нежели с декабрем, но тем не менее, финальные аккорды декабря, они будут такие достаточно напряженные, и даже вот 3 ноября
3 января у нас будет такое очень сильное полнолуние в раке, которую почувствуют, конечно же, гармонично сложится для скорпионов второй декады, очень хорошо сложится, будет такой толчок эмоциональный, движение вперед. Здесь самое, конечно же, хорошее время начать понимать, куда же вы все-таки хотите прийти, потому что у нас в ноябре 2025 года Юпитер ушел в ретроградное движение, и вот как раз-таки он в начале января возвращается во вторую декаду рака. И здесь как раз-таки будет гармоничный аспект Юпитера к скорпионам второй декады. То есть эта история как раз-таки продуктивного своего развития, желания социализоваться, построить свою карьеру, работу, реализацию, что-то новое освоить, обучиться. То есть здесь гармоничный аспект Юпитера будет как раз-таки к этим действиям вас двигать. Что еще здесь, конечно же, а, отъезды, переезды. Это может быть переезд в другую страну, либо же в более благоприятный район города. Да? То есть скорпионы второй декады, эта история очень хорошо будет у вас получаться. Что касается скорпионов первой декады. Ребята, у вас вообще очень важный год, почти весь год будет плюс-минус стоять, где-то будет немножечко отходить квадратура Плутона к Солнцу, Скорпионом первой декады. Но вообще, дорогие, хочу сказать, что это момент, если рассказывать вот так мощно, да, и интересно, то, конечно же, до того момента, если вот так вот масштабно, да, не просто про один месяц, вообще на январь у Скорпионов первой декады все те же истории, что были в декабре, продолжаются точно так же, потому что продолжается движение Плутона в той же самой квадратуре к Солнцу, Скорпионом первой декады. И здесь, конечно же, Плутон – это трансформация, это желание больших денег, это в прямом смысле планета говорит, чтобы вы зарабатывали больше, трансформировались, умели находить контакт с людьми более высокого уровня, то есть совершенно другой уровень в финансах, в уровне ответственности, сложности организации людей. То есть здесь нужно таки понимать, что очень сильные властные люди будут находиться рядом с вами, и вы либо уходите от этого общения, либо наоборот трансформируете свои слабости для того, чтобы с такими людьми общаться больше. Если же мы говорим про любовные отношения, то, как правило, на таком аспекте очень часто возникают ссоры, скандалы, разрушения, разводы. Но опять же, если пара понимает, что у них в отношениях очень много важного и нужного, тогда люди тоже трансформируются, работают со своими слабостями, переживают, перерастают этот кризис и идут дальше вместе. Тогда это получается крепкий союз. И вы меня спросите, неужели это все на январь? Это вообще настроение у скорпионов первой декады будет на 2026 год. Вот такое настроение будет весь год. Плюсом хочу сказать, что январь не будет самым сложным месяцем для скорпионов первой декады. Я бы сказала, что январь как раз-таки месяц попроще, потому что здесь гармоничный аспект, он полегче, помягче. Гармоничные аспекты от Венеры, от Солнца и от Марса, они все-таки идут от Скорпиона и делают гармоничный аспект. Но как только дело будет приближаться к февралю, к коридору затмений, вот здесь, дорогие скорпионы первой декады, вот здесь все вопросики поднимутся. И потому что и Венера, и Солнце, и Марс, и Меркурий, они все станут в аспектах с Сатурном и Нептуном. А Сатурн – это вопросы денег, это вопросы ответственности, обязанностей, долговых обещаний в том числе. Нептун – это наше депрессивное состояние, либо же состояние очарованности, когда мы сами себе лжем для того, чтобы нам стало как-то полегче. Либо это состояние иллюзий, либо это зависимости различные, в которые мы уходим, и вроде как на какой-то период времени забываемся, что вот нам как-то вот было сложно, тяжело. Я все-таки не про то, чтобы вот Нептун подкармливать, потому что Нептун, как очень хорошая история, работает, потому что они идут вместе.
Сейчас эта история работает для скорпионов и первой, и третьей декады, потому что Нептун и Сатурн весь январь идут еще вместе в последних градусах рыб. Будут делать аспекты, ну, прямой аспект для скорпионов третьей декады весь январь еще. Это финансовые вопросы, браться за работу, которую вы хотели делать, было сложно, но вы начали ее делать, и она идет очень хорошо, да. То есть и здесь, конечно же, я хочу сказать, что и декабрь, и январь, то есть очень классный для работы в таком мощном продуктивном ключе для скорпионов третьей декады, весь январь. Для скорпионов первой декады очень хороший еще вопрос будет действовать, конечно же, после полнолуния, да, которое 3 января у нас, начнет складываться как раз-таки эти аспекты, вопросы иммиграции, переезда, где найти денег, как заработать больше денег, отдать долги, решить финансовые вопросы, трудности, вопросы с недвижимостью. Все это станет как раз-таки на поверхности у скорпионов первой декады в январе. И да, разнятся гороскопы. Не могу сказать про всех скорпионов, что один гороскоп для всех. Ребята, так не работает. Я надеюсь, вы это уже прекрасно понимаете. Поэтому для точности разделила по декадам. Конечно, самый точный гороскоп – это тот, который вы ко мне лично придете, и мы с вами поговорим про вашу дату, про ваше время и место рождения. Но если вы не можете себе пока этого позволить, оставляйте в комментариях к этому видео свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я в режиме свободного времени постараюсь ответить. Если вы смотрели, отматывали другие гороскопы, я на 50% точно отвечаю всегда на комменты, потому что вас становится все больше и больше. Я, конечно, вам благодарна. Это очень большая ответственность. Спасибо вам большое, что слушаете. Поэтому я иду дальше. У нас февраль. Чем сильнее мы будем приближаться к февралю, последняя неделя января будет сложной. Я ни в коем случае не хочу как-то огорчить, сказать, что вот будет сложно, и мы с этим не справимся. Нет, оно просто будет тряска. У нас, естественно, каждый год в конце января либо в начале февраля выходит из ретроградного движения Плутон. Это такая обычная история, понятная, мы ее с вами знаем. И здесь, извиняюсь, Уран. Плутон у нас сейчас в данный момент времени первую половину года до 6 мая будет идти в директном положении. 6 мая он развернется в ретроградное. У нас в конце января для всех водолеев как раз-таки выходит из ретроградного движения Уран плюсом. При всем при этом у нас, дорогие, 26 января Сатурн, который делал очень гармоничный аспект с Скорпионом третьей декады, меняет знак, переходит из рыб в Овна. И следом за ним через 2 недели, в ночь с 13 на 14, Нептун из рыб выходит в Овна. Астрологическим языком это можно назвать ингрессия, да. Что с нами будет происходить? То есть Скорпионам вообще эта энергия очень понятна. То есть было спокойно, в принципе, да, бушевали эмоции. Для Скорпионов вообще были потрясающие аспекты и Сатурна, и Нептуна, потому что это были гармоничные аспекты. Сейчас, конечно же, это были такие понятные, плавные эмоции, которые мы могли контролировать, как-то вот спокойно разобраться, либо в себе как-то загасить. Сейчас, когда эти планеты в феврале уже будут в Овне, то наши эмоции, если мы говорим про Нептуна, они будут такие яркие, как пожар, огонь. То есть мы будем все вспыхивать, как спичка. И если скорпионы могут себя контролировать как знак зодиака, то понимаете, что большинство людей будет штормить в прямом смысле. Поэтому здесь будьте аккуратны с пониманием, относитесь, потому что у нас февраль месяц вообще непростой, и мы все только в феврале поймем, какой на самом деле был приятный, продуктивный, просто невероятно классный январь 2026 года, потому что я вот пролистала там середина и 20 числа января просто потрясающе должны сложиться у всех декад скорпионов, если делать. У скорпионов первой декады, конечно же, на квадратуре Плутона что мы делаем? Растем, развиваемся вверх, не страдаем, не саморазрушаемся, а наоборот трансформируем свои слабости в свои плюсы и в профессиональном плане финансовом растем. Не рушим отношения, идем дальше. Договариваемся со своими вторыми половинками. Вопросы недвижимости, поездок, переездов в том числе
на кону стоят. Скорпионы второй декады здесь вообще вот просто до мая, пока Юпитер находится во второй декаде рака, у Скорпиона второй декады вот все, что связано с Юпитером, профессиональная, социальная реализация, только плюс. Хотите расширение в семье, завестись ребеночка, вообще, в принципе, выйти замуж, жениться, тоже прекрасный момент, потому что у нас с 3 октября ретроградная Венера до 14 ноября. То есть вот там осенью с браком будет сложно, сложно. Поэтому вот если у вас любовные все эти истории красивые, интересные, намечайте их как раз-таки вот скорпионы второй декады в это время. Скорпионы третьей декады, у вас вообще январь, просто максимально просто хватайте все проекты, что есть, все делайте. Хотите недвижимость купить, покупайте. Хотите организовать в работе новое, тоже дерзайте. Да, у вас Уран из Тельца делает оппозицию напряженно. То есть сложно будут даваться какие-то проекты, финальная петля разрушения Урана, можно это так сказать. Но опять же, если вы идете в новое, нечто новое, нестандартное, пробуйте. Это скорпионы третьей декады, прикладывайте усилия, новые люди, новые связи, новые контакты, только чтобы это было все у вас обдумано. Потому что Сатурн уйдет, и вот эта стабильность от Сатурна для скорпионов третьей декады, она закончится, ребят, понимаете? Будьте аккуратны в этом, будьте аккуратны. Потом просто февраль. А почему я рассказываю так хорошо про январь, как месяц, когда мы не все, не очень любим работать, да, мы любим так и расслабляться, но тем не менее для скорпиона вообще всех декад это шедевральный месяц, опять же скажу, потому что февраль. Что у нас в феврале? Хочется мне сказать, что у нас будет какой-то классный на лайте февраль, но, дорогие, во-первых, у нас из ретроградного движения 4 февраля выходит Уран, то есть первая неделя февраля, она уже такая электризованная, напряженная. Потом у нас с 13 на 14 Сатурн меняет знак. В работе тоже могут быть какие-то остановки, но я все равно призываю ускоряться, не тормозить. Почему? У нас коридор затмений. Вот в этом году у нас в феврале коридор затмений, понимаете, и нам хочется сказать, что мы не хотим, не нравится, не готовы, но нас немножко не спрашивают. Я вот сейчас кручу астропроцессор, и я таки не первый раз вижу, что у нас гармонии гораздо меньше. У нас коридор затмений начинается с 17 февраля. Он начинается в Водолее, естественно. Это начало нового лунного цикла в Водолее. То есть нам 17 февраля вообще покажется жизнь как с чистого листа, да? Потому что еще Солнце и Луна находятся в квадратуре с Ураном. Мы вообще в связи с последними событиями февраль так себе любим, да? Здесь у нас складывается еще и квадратура, четкая квадратура от Урана, новый лунный цикл в Водолее. Поэтому здесь, дорогие, могу сказать, что месяц у нас будет заряженный. Ну, то есть вот этот лунный цикл, да, который начнется с 17 февраля. И здесь, конечно же, если мы начинаем, не хочется мне сказать, что вот в любовных отношениях, да, с чистого листа начинать, потому что не всем надо в любовных отношениях начинать с чистого листа. Скорпионом так вообще нет, потому что здесь идет как раз-таки кармические узлы с Венерой, да, делают потрясающие аспекты Скорпионом первой декады. Поэтому здесь, дорогие ваши любимки, ваши отношения, здесь ни в коем случае нельзя натворить дел. Будьте аккуратны в коммуникациях, то, что вы говорите, то, что вы делаете. Точно так же и Скорпионы второй декады. Про коммуникацию здесь у вас вообще отдельная фишка, потому что, дорогие, у нас начинается с 26 февраля ретроградный Меркурий с 26 февраля. Поэтому хочется, конечно, сказать, что он будет такой простой, легкий, интересный ретроградный Меркурий. Начинается в третьей декаде рыб, делает ну, хоть и гармоничный аспект с Скорпионом третьей декады, но закончит он свое ретроградное движение. Вот смотрите, у нас с 26 февраля ретроградный Меркурий, и закончится его ретроградное движение 20 марта. То есть это больше, чем 3 недели обычных. Понимаете, я о чем говорю, да? То есть это не доходя 5 дней, месяц он будет у нас в ретроградном движении. То есть это затяжное движение ретроградного Меркурия в рыбах.
понимаете? Когда ретроградный Меркурий в рыбах, не все могут эту энергию понять. И прочувствовать ее можно. Здесь, конечно, у скорпионов получится действовать по интуиции, говорить с теми людьми, с кем вот чутье говорить, что нужно заговорить, вопреки здравому смыслу, да, когда кажется, не просто кажется. Здесь чувствуете интуицию, скажете: Женя, откуда столько эзотерики? Не скажу, откуда сколько эзотерики, просто это реально, когда вы вроде как знаете и прекрасно понимаете, что вам это никто не говорил, что нужно с этими людьми договорить. Чувствуете события, расставляйте приоритеты в своей жизни. Этот лунный цикл будет немножко сложноватым, поэтому здесь, конечно, бы очень хорошо настроить свою работу в нужном ключе, несмотря на то, что здесь и Юпитер начинает складываться в гармоничных аспектах к кармическим узлам, которые, между прочим, делают очень благоприятные аспекты к скорпионам первой декады. Поэтому, дорогие, смотрите, февраль у нас начинается на таких моментах, я бы сказала, американские горки, эмоциональные качели, да, когда нас будет вот так штормить, и мы будем немножечко не понимать, почему, да, конечно, мы будем понимать, глядя на обстановку вокруг, что ситуация складывается такая неоднозначная, да, при всем при этом, лунный цикл у нас начинается и коридор затмений на растущей луне, то есть 2 недели до как раз-таки 3 марта у нас время действовать. Что делать? Договариваться. Договариваться с людьми за границей, да, потому что рыбы – это обитель всех людей, кто находится вдали от того места, где мы сейчас находимся. Здесь хорошее время, в принципе, спланировать себе отпуск, поездку, но понимайте, что на период включения ретроградного Меркурия у нас еще март будет в квадратуре с Ураном. То есть здесь такой, знаете, момент очень деликатный для скорпионов, так вообще, потому что Марс ваш второй управитель, да, и это история, когда мы будем способны совершать необдуманные поступки. Будьте аккуратны. Я опять же говорю, да, здесь про чутье, здесь про логику, но нам будет казаться, что мы все очень сильно гениальны и отважны в конце февраля, потому что когда Марс находится в квадратуре с Ураном, это всегда такая история, когда мы думаем, что это будет вау-эффект, что это будет супер классно, супер интересно, супер понятно. Особенно скорпионы третьей декады. Будьте аккуратны с этим, потому что аспект Марс-Уран будет в прямом смысле делать в вашу декаду к Солнцу напряженные аспекты. Скорпионы второй декады у вас все-таки под аспектами Юпитера. Захочется тоже эдакое что-то сделать либо в личной жизни, либо в профессиональной. Здесь, конечно же, рост, развитие, интеллект подключаем для того, чтобы не натворить дичь. Скорпионы первой декады, дорогие, скажу, что у вас здесь история движения вперед, однозначно так, ну и аспект Марса с Ураном, квадратура, конечно же, вас тоже зацепит, никуда не уйдет, через Марса будет вот это движение, напряжение идти к вам, поэтому здесь легкое волнение до 3 марта 100% вы почувствуете. И да, если мы идем и рассказываем вот так вот, говорить про март, то март будет чуточку полегче, но опять же, для скорпионов не могу сказать однозначно, что очень сильно легко, потому что Марс становится в квадратуру с Лилит. Лилит в Стрельце. Лилит в Стрельце, когда Лилит в Стрельце, она у нас будет до 13 сентября 2026 года Лилит находиться в знаке Стрельца. И потом поменяет знак на Козерога. Так вот, когда Лилит делает к одному из управителя скорпионов аспект, к слову, хочу сказать, что к Плутону сейчас гармоничный аспект будет и в январе, и в феврале. То есть здесь эту историю нужно таки очень сильно понимать, что если вы, дорогие скорпионы, и первой, и второй, и третьей декады переборете все свои страхи больших денег, то есть и все страхи, я бы сказала, не просто даже больших денег, а сами страхи быть скорпионом, быть таким классным, мощным скорпионом, который решает дела, который не боится, не отсиживает. Сейчас скажешь, Жень, ну все же скорпионы разные. Конечно, все скорпионы разные. Ну, может быть, самый такой трусишка скорпион – это тот,
у которого Солнце находится в четвертом доме. Но опять же, я не могу сказать и мужчин, и женщин, скорпионов с Солнцем в четвертом доме, что они трусишки. Нет. В силу молодости, да. А в силу опыта, конечно же, это тогда такой прям глава семьи, хозяйка дома. То есть это такая ответственность, это мощь, это сила. То есть здесь про настоящее качество Скорпиона. Про что Лилит, да? Лилит к Плутону в гармоничном аспекте, когда, если поработать с собой, получается как раз-таки разобраться в своих страхах быть собой. Мы очень часто боимся быть собой, и эта очень история хорошо будет работать как раз-таки в коридор затмений февральско-мартовский. Здесь как раз-таки постарайтесь с этим разобраться. Почему боитесь быть собой, от этого не развиваетесь, отказываетесь от лучшего в пользу того, вот что есть. Не говорю сейчас, что нужно свою жизнь разменять на какие-то эфемерные мечты. Нет, то, что у нас есть, мы ценим абсолютно так. Но Скорпион – это знак зодиака максималист. То есть это тот, кто, если вот стал Скорпионом, то вот он тогда хочет, как он хочет. Он любит полной грудью, да, полным сердцем, он дышит полной грудью, то есть он зарабатывает, так зарабатывает, он живет, он вкладывается в воспитание детей, то есть у него все на максимуме, то есть и здесь сил хватает, потому что настоящий Скорпион – это тот, который впахивает. И у каждого, конечно, свои задачи по жизни, но тем не менее. То есть это такой мощный вопрос, который будет стоять у всех Скорпионов в коридор затмений. И после него в марте будет точно такая же история. Да? И когда вот этот переход после коридора затмения в март, Марс, ваш второй управитель, становится в квадратуру с Лилит. И здесь вот смотря какими будут ваши действия, Скорпионы первой, второй и третьей декады, потому что здесь Марс находится в соединении с северным кармическим узлом, в квадратуре с Лилит, когда будет очень страшно действовать вперед, действовать в новое, в развитие. У кого-то это международное развитие, у кого-то это любовно-эмоциональная сфера доверительных отношений, потому что здесь и про это, и про то. У кого-то это просто яркие, мощные действия по построению бизнеса, а у кого-то это проверка гордыни, потому что Лилит у нас все-таки находится в Стрельце, а это Стрелец, основные такие страхи Стрельца – это быть ненужным, незамеченным, непохваленным, то есть здесь гордыня, понимаете, да, здесь чувство провала, то, что вас не оценят, и здесь нужно вот эту историю очень сильно понимать. Почему вы? Потому что очень часто мы не идем туда, когда мы боимся осуждения. И это очень такая мощная история будет у нас в феврале. И вы мне скажете, почему уже середина этого видео, и мы еще только на феврале и марте, да? Но идем дальше. Сейчас я буду рассказывать очень быстро, потому что на самом-то деле сейчас уже будет по накатанной у нас идти. И весь март на самом-то деле это будет такое послевкусие от коридора затмений. Он будет такой достаточно эмоциональным. И март продолжится на таких же настроениях, на таких же началах. При всем при этом, дорогие скорпионы, помните, да, записывала финансовый гороскоп для вас в 2025 году. У нас все это время Плутон находится в потрясающем аспекте с Нептуном, с Ураном. И да, это большая история заработка больших денег. То есть все это время и весь 2026 год могу смело сказать, что у нас на небе будет вот эта большая мощная конфигурация для заработка денег. Конечно же, есть такие моменты, когда будут неустойчивые платформы у нас для того, чтобы развиваться, но тем не менее весь 2026 год для всех скорпионов это большой плацдарм для заработка больших денег. Поэтому здесь мы движемся вперед и ни в коем случае мы не тормозим. Что у нас еще из событий в марте? У нас выходит из ретроградного движения Юпитер. Он у нас это делает 11 марта, позже, чем обычно, потому что Юпитер у нас всегда в начале февраля выходит из ретроградного движения, а здесь аж середина марта. Поэтому здесь, дорогие, понимаем, и он выходит из ретроградного движения, и опять-таки второй декаде Скорпиона говорит, что мы хотим делать, потому что я последний раз за ближайшие 12 лет буду идти именно по этому знаку, то есть расширение семьи,
расширение недвижимости, решение своих жилищных вопросов, рождение ребеночка. Я не скажу, что не будет рождения ребеночка, но такое гармоничное время для этого, для этой мысли, для появления нового члена вашей семьи, вот за ближайшие 12 лет не будет, потому что Юпитер только через 12 лет будет снова в этом положении. Понимаете, дорогие скорпионы, второй декады. Потом он будет в рыбах, но когда он в рыбах, там другие эмоциональные состояния у нас, понимаете, когда такой гармоничный аспект. Я вот о чем. То есть, а здесь такая эмоциональная, любовная нотка в семье, будет такое очень хорошее время для того, чтобы наладить отношения, в том числе, понимаете, скорпионы, второй декады. И мы идем дальше. У нас следом за мартом идет такой мощный апрель. Апрель у нас мощный, да. Не хочу сказать, что в марте у нас нет столько вот таких ярких, интересных событий. Конечно же, у нас все это есть. У нас 21 марта еще и весеннее равноденствие. Солнце переходит в 1 градус Овна. Это все понятно, еще про это будет отдельное видео. Но, тем не менее, настроение марта полностью определяет февраль. Вот как февраль начали, как его закончим, в коридор затмений зайдем, так и будет длиться весь март. Потому что очень сильно отличается у нас по аспектам только уже получается апрель. Очень такой сильный, очень такой мощный. Апрель будет как раз-таки для скорпионов тоже очень важен, потому что у нас здесь в начале апреля Венера становится в квадратуру с Плутоном. Венера будет в Тельце, и это будет однозначно и квадратура, и оппозиция к скорпионам первой декады. Будьте аккуратны в отношениях, не поругайтесь. Скорпионы второй декады, у вас на этот апрель все то же самое, что я и говорила про март. Движение, работа вперед. Конечно, будет здесь чувство такое недовольства, потому что Юпитер будет идти то с квадратурой к Солнцу, да. Это история, когда мы ворчим, ругаемся, спорим, конфликтуем, потому что квадратура с Солнцем в Овне, я вот о чем, да. То есть, когда нам хочется больше амбиций, больше действий, но мы опираемся не на свои навыки, мы ждем это от людей, что вот как-то они нам это дали, показали. Самим нужно действовать, скорпионы второй декады. У вас история очень отличная на эту весну. Скорпионы третьей декады, у вас этот апрель будет задавать тон Уран. 26 апреля он меняет знак из Тельца, выходит. Но вот он не просто так уходит, он уходит и становится на квадратуры с кармическими узлами. Так он еще и в соединении с Венерой все-таки покидает знак Тельца. А это история, которая скорпионам вообще сложно дается. Скорпионов третьей декады эта история будет, возможно, разрывы отношений. Здесь бы очень хорошо помириться, найти нужные слова, не уходить в закат, не спорить, не ругаться, не конфликтовать, потому что очень хорошо получится минусики в карму себе отсыпать, да, дорогие, потому что Уран выходит из Тельца на квадратурах к кармическим узлам. Будьте очень сильно аккуратны, скорпионы третьей декады в своих отношениях, потому что это, еще хочу сказать, очень хорошее время для работы, для бизнеса, тем не менее, понимаете? И здесь нужно это делать, ни в коем случае нельзя тормозить, потому что Марс, ваш второй управитель, будет находиться весь апрель в соединении с Сатурном и в Овне. То есть это активные действия, продвижение, активность, идем вперед, не сдаемся. Хочется, конечно, сказать после февраля и марта, что мы немножечко устали, но нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться здесь. Работа, продуктивность, действие вперед, ни в коем случае не ругаемся. Скорпионы второй декады, у вас история смены Урана не меняется. Здесь просто можете уже выйти на конфликт в конце апреля, начале мая, потому что Юпитер в квадратурах с Марсом и с Меркурием. Не надо ругаться, не надо здесь ругаться. Находите, наоборот, стройте связи, нужные отношения. У скорпионов первой декады будьте аккуратны в любовных отношениях, в том числе и вообще скорпионы первой декады с февраля 2026 года и до 27 июля 2026 кармические узлы по оси Девы Рыбы будут делать как раз-таки аспекты к Солнцу Скорпионам первой декады. То есть вам будут подбрасываться кармические задачи от Вселенной, которые нужно решить. Они не будут сложные, потому что аспект гармоничный.
они будут с вопросиками на мудрость, они будут про будущее. Здесь можно очень сильно подправить свою карму, то есть сделать из своих каких-то прошлых негативных дел что-то очень хорошее, полезное, позитивное, доброе. В общем, исправить свою карму – это очень такой момент, особенно если вы чувствуете, что где-то вы натворили дел и сами понимаете, что были неправы. Очень хорошее для этого во время. Плюсом, конечно же, очень хорошее время в профессиональном плане. Дерзайте, двигайтесь вперед. Ну и Плутон в квадратуре никуда не девается от скорпионов первой декады. Здесь только рост. Бессмысленно говорить как-то вот какой-то месяц будет активно, будет неактивно. Следом за апрелем 6 мая у нас Плутон уходит в ретроградное движение, поэтому здесь снова возврат всем тем историям, которые были в 2025 году, связаны с финансами, с деньгами, с бизнесом. Плутон – это планета сильных людей, кто со всем этим работает. И да, здесь нужно уже становиться как личность. Поэтому здесь действуем до 16 октября 2026 года. Плутон будет в ретроградном движении. Но с 3 октября к нему еще подключится ретроградная Венера, и они будут в квадратуре весь октябрь. Понимаете, скорпионы, перед вашими днями рождениями вот такая очень мощная, интересная история, с которой мы справимся, естественно. Нет такой силы и такой проблемы, задачи, с которой бы не справился скорпион. Ребят, девчата, я надеюсь, вы это понимаете. И вот мы идем в май. Про 6 мая уже сказала. Точно так же 6 мая начинаются точные квадратуры Урана к кармическим узлам. Период сложноватый. Не хочу сказать, что он какой-то, вот знаете, такой легкий, когда можем расслабиться. Это момент, когда у нас будет сложно движение в новое, проблемы, сбои со связью с интернетом, с новизной. В нашу жизнь будут входить новые истории, но мы к ним будем совершенно не готовы, мы не хотим их знать, мы привыкли по-старому, нам с этим комфортно, хорошо и замечательно, но тем не менее вот здесь будет такой период встряски, если посмотреть, сколько же будет Уран стоять на квадратурах, ну вот буквально, дорогие, с июня это прям точные квадратуры, я хочу сказать, что вот июль и все по-прежнему точно так же у меня стоит. И если мы говорим про ближайшие следующие месяцы, да, про Уран еще, конечно, расскажу, то даже когда кармические узлы будут менять знаки, а менять знаки они у нас будут 27 июля 2026 года. Кармические узлы перейдут как раз-таки в ось Льва Водолея, и уже кармические вопросики и задачи к Скорпионам будут гораздо сложнее. Конечно же, в 2026 году эти вопросы будут у скорпионов третьей декады, то есть у нас кармические узлы, не как все планеты, они идут в обратном направлении, да, то есть сначала будут кармические вопросики у скорпионов третьей декады. Поэтому понимаете, да, дорогие, почему я говорю, что 2026 год, его начало, зима и весна-то это такое мощное, активное время движения вперед, и ни в коем случае не говорить себе, у меня не получается, как-то не так, как я хотела, но нужно делать хоть как получается. Идеально ни у кого не получается, понимаете? И это тоже нужно таки понимать, потому что у нас как раз-таки кармические узлы будут менять знаки с квадратурами к Урану. И эта история у нас длится с конца апреля. Как пройдет у нас май, июнь и весь июль до этого периода, я сейчас, конечно же, расскажу. Ну и мы, конечно же, после вкусия смены этих кармических узлов будем проживать в августе, забегая вперед, да, а там у нас в августе снова коридор затмений. То есть понимаете, что лето у нас такое достаточно очень сильное. И май по своей вообще природе, но у нас там складывается как раз-таки точно начинает сходиться Уран с кармическими узлами, плюсом ушел в ретроградное движение Плутон 6 мая. Что у нас еще? Напряжение начинает складываться от Урана прям к середине мая, уже прям точно, он не просто так. С ним Солнце, Меркурий, Луна. Понимаете, я о чем говорю? То есть это история, когда наши внутренние чувства находятся в таком состоянии наэлектризованности, максимально четко это будут ощущать скорпионы первой декады. Дорогие, у вас будет работать это очень сильно вот
так. У Скорпиона второй декады уже ушел Юпитер с второй декады Рака, то есть Юпитер уже будет помогать Скорпионам третьей декады, хочу сказать, и май, и июнь. Поэтому, дорогие Скорпионы, на третьей декады на энергиях, на мощностях Урана, здесь развитие, социальное развитие, финансовое, обучение, переквалификация, командировки, все будет очень хорошо у вас и май, и июнь, пока находится Юпитер в третьей декаде Рака. Что здесь еще? Поездки, переезды, да, решение своих вопросов с помощью имущества, жилищные решения дел, да, какие-то различные, связанные с домом, с имуществом. Хорошее время для любовных свиданий, гуляний, тем не менее. То есть эта история до мая, до 17 мая будет хорошая, потому что здесь после 17 Венера начинает быть в квадратуре с Нептуном. Это история иллюзорных отношений, либо каких-то страдальческих таких историй. Поэтому здесь, дорогие скорпионы третьей декады, не страдайте. Здесь профессиональная сфера развития движения вперед. И вообще июнь будет очень хороший у вас. Почему я так говорю? Потому что там и Венера с Юпитером соединяется. Перед тем, как 30 июня Юпитер поменяет знак и выйдет в знак Льва, да, то есть очень хорошее время и май, и июнь у скорпионов в финансовом плане в работе. Даже если вы мне напишите и скажете: Женя, ну тяжело будет идти, я не обещаю, что будет легко. Я говорю, что получится, если прилагать усилия, понимаете? Потому что у нас с вами закончились очень простые и легкие года, которые были 2023, 2024 и даже 2025. Дорогие, 2026 год, он по сложности уже активнее. Ну, кармические узлы будут на ближайшие 1,5 года, с 27 июля 2026 года на 1,5 года, да, они будут сложные задачи скорпионам подкидывать. Вопрос, не справятся ли скорпионы? Конечно же, справятся, но задачи будут непростые. Здесь нужно еще больше плюсиков себе в карму сделать для того, чтобы получалось очень хорошо, потому что это будут эмоциональные моменты. Но я опять же говорю, если прилагать усилия, у нас все получится. Как говорится, все мы немножечко скорпион, поэтому идем дальше. У меня тоже очень много скорпионева, все-таки я из 80-х, это мы вообще все плутонианцы, там неважно, скорпион ты, не скорпион, ты родился с сильным Плутоном, значит, выживай, ты не можешь страдать, лежать. Из сложных дней вообще, в принципе, да, могу сказать, что 20 числа мая у нас на небе здесь просто очень такая мощная напряженная конфигурация на несколько дней встает в начале 20 чисел мая. И здесь, конечно, к этому нужно таки понимать максимальные договорные отношения, не рубим с плеча, всем скорпионам сейчас говорю, да, потому что захочется и в иллюзии впасть, и в работе где-то там потеряться, выйти в закат. При всем при этом с 18, да, начинает складываться эта история, очень такая важная. С 18 мая по 23 максимально договариваемся, хоть и захочется нам со всей этой историей распрощаться, уйти, потому что уже канал Близнецов активен, а они ребята, которые очень быстро переключаются, не задумываясь об ответственности. Плюсом там еще Уран очень сильно размывает фон. Поэтому здесь не сбивайте коммуникацию, будьте активны, будьте начеку. В финансовом плане только вперед, только дерзаем. И вы мне скажете, почему я подбираю такие слова? Потому что все помним ноябрь 2025 года. Какие сейчас у вас складываются события в финансовом плане? Потому что, помните, я вам говорила, что у нас будет оппозиция Юпитера с Плутоном. И, естественно, перед такими мощными моментами в жизни нас всегда закаляют проверкой, финансовой стабильностью, нестабильностью, устойчивостью, неустойчивостью. Но здесь 20 числа мая будет прямо-таки, скажем, трясти и станет чуточку полегче уже в июне. Венера соединяется с Юпитером, очень хорошие аспекты. Скорпионом третьей декады потрясающие, скорпионы второй декады в этом июне максимально договаривайтесь, коммуницируйте, не бросайте слова на ветер, потому что здесь Меркурий в квадратуре с Сатурном, хорошее время для сделок, для
договорных таких историй, связанных в работе. Не виснем. Скорпионы третьей декады. Конечно, осталось немножечко послевкусия ушедшего Урана, который еще с кармическими узлами стоит в квадратуре. Вопрос еще такой напряженный. Постарайтесь держать себя в руках, не уходить в закат. Не уходить в закат еще этот июнь 26 года. У скорпионов первой декады, конечно же, у вас очень сильно чувствуется эта тряска Урана в том числе. Поэтому здесь будет казаться, что это какой-то такой финальный этап, как будто неужели так сильно нас еще должно потрясти? Эмоциональный фон будет такой, потому что у нас, смотрите, в конце июня, да, если мы говорим про какие дела делать, естественно, все то, что запланировали, все то, что я сказала в начале года, и в апреле, и в мае, все, что связано с финансами, в работе, в личной жизни, по каждой декаде уже повторяться не буду, да. В июне все это только продолжаем. И оно не будет, знаете, вот так идти очень сильно быстро. Она бы, конечно, бы хотелось, чтобы вот это все очень сильно быстро пошло, да, но тем не менее у нас, конечно же, не ждали, у нас перед очень важными событиями всегда вот такой момент, когда нас таки трясет. У нас 30 июня Юпитер меняет знак. Юпитер меняет знак, но перед этим он складывается в оппозицию с Плутоном. Помните, ноябрь 2025 года. Это аспект больших денег, это аспект миллионеров, миллиардеров, насколько вы можете позволить себе яркую, активную, интересную, роскошную жизнь. Естественно, весь июнь перед этим будет ощущение, что эмоций очень сильно много, потому что истинный скорпион чувствует все заранее. Еще до того, как я записываю гороскоп, вы прекрасно понимаете, потому что вы первый вообще в голосовашке мне сразу сказали скорпион, 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 но тельцы были чуточку быстрее, понимаете? Поэтому, собственно, вот. И вы прекрасно таки понимаете, что что-то грядет такое. Поэтому вот июнь он будет мощный. Здесь не сдаваться, доводить просто до финального результата свои дела в работе, в карьере, в бизнесах, в проектах. Да, естественно, плюсом. У нас мы не любим этот период, да, у нас входит еще и ретроградный Меркурий. В конце июня под эту историю не просто у нас Юпитер меняет знак, они в один день с Меркурием, он еще становится ретроградный Меркурий в раке. Когда вдруг наши близкие дома начнут как-то нас не совсем понимать. Это такой период будет, я бы так сказала, 2-3 недели, немножечко штормов, да. При всем при этом на работе нам захочется таких свершений, больших, мощных, активных, интересных, да. Не совсем нас будут дома понимать. Просто поднимайте коммуникацию, не ругайтесь, не спорьте, будьте мудры, понимайте, что близких вы любите, и этот период времени пройдет, закончится, и все будет хорошо. В хороший период этого ретроградного Меркурия до 23 июля он у нас будет решить все свои домашние дела, недоговоренности, ремонты, которые были. Все эти истории тоже хорошая история. Но основная мощная сила – это аспект Юпитера с Плутоном. Это социальная реализация. На кого будет влиять этот аспект по большей части с точки зрения неудовлетворенности на скорпионов первой декады? Потому что, дорогие скорпионы первой декады, Юпитер с самого первого дня, как только входит в знак зодиака Лев, он в прямом смысле начинает делать квадратуру к вашему Солнцу. Квадратуру к Солнцу, когда вы недовольны своим результатом, все то, что вы не сделали, не реализовали, не хотелось вам это делать, вы думали, что да зачем это нужно. Различные вопросы. То есть с 30 июня эта история начнет работать. И если вы быстренько разберетесь в своей голове, поймете, что где-то правда вы отказались от чего-то нужного, начнете это делать, с мудростью подходить, тогда будет очень хороший период времени. И июль, и август, потому что почти 2 месяца этот аспект у нас будет таки работать, да, ну, еще продолжится в августе его послевкусие все-таки, да, и да, конечно же, для скорпиона второй декады очень важно в июле будет это период ретроградного Меркурия, как раз-таки здесь Меркурий будет в квадратуре с Сатурном. В квадратуре с Сатурном здесь решайте свои имущественные вопросы, деньги, долги, финансы, социальный статус, жить в комфорте,
Работа, возможно, потому что Сатурн здесь и про работу. Можно договориться с новой работой. 23 июля закончится ретроградный Меркурий, и здесь наступает уже, можете прямо-таки договариваться. Но если это у вас повторное какое-то мероприятие, собеседование, здесь тоже хорошее время искать, например, работу, опять же, на периоде ретроградного Меркурия у Скорпиона второй декады. Тоже хорошая история, если вы очень долго-долго что-то ищете и не можете найти. Тогда да, получится хорошо на период ретроградного Меркурия. Поэтому здесь нормальная история. И идем дальше. Скорпионы третьей декады. У вас, дорогие, хочу сказать, что как только мы подходим к концу июля, и да, с 27 июля у нас кармические узлы меняют знак, и начинаются уже вопросики. Но уже последние 2 недели июля скорпионы третьей декады будут уже ощущать, как будто что-то грядет, как будто что-то такое большое, мощное и интересное. И здесь, конечно, мои дорогие, понимаете, потому что смена кармических узлов знаков будет идти с аспектами Лилит. Это наши страхи, наши сомнения, наши переживания. Естественно, они меняют знак с аспектами Урана, когда будет страшно идти в новое. Мы уже так устали вот от этих обнулений. Здесь просто нужно принимать решения и идти вперед. Идти вперед все равно придется прийти в новое, потому что северный кармический узел, дорогие, с 27 июля 2026 года для нас, для всех, для всего вообще мира, северный узел, то, куда нам всем нужно идти, он будет в Водолее. Водолей – это что? Северный узел Водолей – это про человеколюбие. Во-первых, нужно начать любить людей, если вы их не любите, да. Не надо мне говорить, что скорпионы людей не любят. Я знаю, что скорпионы людей любят. Просто с каждым годом это становится делать все сильнее, трудно, да. Поэтому здесь просто мы понимаем, кто наша стая, приобщаемся к той культуру, к тому формату, который нам нравится. Находим, не знаю, кружки по интересам, любимое дело, хобби, занятия. Начинаем свое персональное движение вперед, развиваемся. Поэтому все те скорпионы, кто до 27 июля 2026 года не развивались, вот здесь вам просто зеленый флаг в развитии. Давайте, начинайте развиваться. Работа, профессиональная сфера, кем вы хотите стать, кем вы вообще хотели стать в подростковом возрасте, когда вырастете. Ну вот считайте, вы выросли, неважно, 30, 40, 50 или 60 вам лет, вот здесь нужно наметить новый курс на ближайшие 1,5 года, кем вы хотите стать, что вы хотите делать, ваши любимые хобби. И вот в это развитие, понимаете, нужно идти. Сложно будет всем тем, кто сидит на месте, прячется дома, прячется за вторые половинки, за свой брак, за отношения, потому что это будет разваливаться. Внутри будут идти люди сильнее, с такой внутренней опорой, когда мы опираемся на себя. Не от той идеи, что нас кто-то прокормит. Конечно же, когда у нас классный союз, и у нас случаются такие качели, и у нас есть партнер, который нас поддержит там на несколько месяцев, на какой-то период времени, и финансы у нас вроде как в семье в стабильности, да, то есть не от нас зависит. Но когда мы прекрасно понимаем, что мы сейчас вообще не хотим как бы развиваться и хотим ничего не делать, вот таким людям будет очень сложно. Понимаете, я о чем говорю? Жизнь так и так будет приводить нас всех с июля, и в августе мы очень сильно все это прочувствуем, неважно какой мы декады и какого знака зодиака, потому что август у нас из сложноватых месяцев. Хочется мне сказать, что будет все легко, беззаботно, но скорпионы, слушай, мне понимают, что вот не на том канале, вот где-то там есть радужные гороскопы, да, которые вот случаются просто так. А у меня вы прекрасно все понимаете, да, что здесь не причинно-следственной связи, а закономерности. И да, дорогие, у нас 12 августа включается новый коридор затмений, опять на растущем лунном цикле. Поэтому я вам хочу сказать, что если после смены кармических узлов какая-то декада скорпиона вдруг решила расслабиться, то вот здесь вот приходит новый лунный цикл, новолуние во Льве. Коридор затмений начинается с новолуния и потрясающие аспекты. Из сложности могу сказать, что у нас Венера в оппозиции с Нептуном в этот момент, и когда нам хочется в иллюзии где-то там кому-то довериться, чего-то там где-то уйти, но при всем при этом здесь очень много гармоничных аспектов, которые будут нас держать и стабилизировать, и говорить, соберись, мы иллюзиям не доверяем. То есть здесь вот такая история. Не вкладывайте свои деньги в странные проекты, не доверяйте странным людям, мужчины они или женщины. Будьте аккуратны, потому что август обещает быть очень яркий, заряженный, классный, финансовый. Еще у нас держится оппозиция
Юпитера с Плутоном. Очень хорошая история на финансовый заработок, помните, я говорила, да? То есть складывается эта история у нас еще с 20-х чисел июня, июль, и вот у нас август. 2 месяца просто потрясающего лета. Вы мне скажете: Женя, хотим отдыхать. Ну вот хотите отдыхать, отдыхайте в коридор затмений. Вот здесь хорошее время, кстати, отдыхать. Венера в оппозиции с Нептуном, когда мы отдыхаем, ленимся, чего-то там, ну можно вот здесь. Если не жалко этого классного заряженного времени поработать, то можно отдыхать здесь. Почему? Коридор затмений начинается на очень гармоничных аспектах к Сатурну. Сатурн в Овне – это покупка недвижимости, заработок денег, стабильных денег, построение фундаментов своей жизни, поиска хорошей работы, потому что еще гармоничный аспект к Меркурию, к Юпитеру, к Солнцу, Луне, это само собой понятно, да? Поэтому здесь, если времени не жалко, хотя мы с вами живем в такое время, если вы давным-давно не отдыхали, потрясающее время на отдых, между прочим. И да, этот коридор затмений, он будет очень сильный, очень яркий, очень интересный, но при всем при этом, заканчивается у нас 28 августа. Конец августа, вот хочется сказать, вот можно было как-то вот полегче, да? Конец августа у нас полнолуние, 28 августа. Полнолуние у нас в рыбах, такой эмоциональный период, еще у нас к Солнцу, Луну, Уран в квадратурах, естественно, вот он вот так вот в напряжении нас держал, нам всем сложно было идти все лето в новое развитие, было просто страшно, просто нестабильно, да, почва вот такая была странная с коммуникацией, кто-то потерял связи, заводите себе двойные какие-то пути для того, чтобы не терять коммуникацию с важными людьми в это лето, потому что с конца апреля, как Уран входит в аспекты к кармическим узлам, и эта квадратура напряженная, то есть здесь потеря коммуникации, то есть обнуление нашего круга знакомства, общения и новое общение, которое нам хочешь, не хочешь, нужно организовывать в нашей жизни. И да, будет такой, со встряской закончится август, так немножечко нас потрясет последняя неделя августа. Тем не менее, мы с этим тоже спокойно справимся. Марс будет у нас в квадратуре с Сатурном, когда мы будем прям-таки понимать, что так, сложности, когда их у нас не было, мы со всем этим справимся, и мы, конечно же, идем дальше. И вот у нас сентябрь. Сентябрь все почти как обычно, у нас Уран уходит в ретроградное движение, в этом году, в 11 сентября, уходит он в ретроградное движение. Хочется мне сказать, в каких-то сложных аспектах, да не могу я сказать, только на кармические узлы, а так он уходит в гармоничном аспекте с Нептуном и Плутоном. Хорошие аспекты для заработка денег. Естественно, только идти вперед будет сложненько, но тем не менее. У нас следом за ретроградным Ураном у нас Лилит меняет знак. И это случается у нас 14 сентября. Лилит входит в знак Козерога. При всем при этом здесь уже, дорогие скорпионы, и первой, и второй, и третьей декады Венера как раз-таки в начале сентября начинает складываться в квадратуру с Плутоном. И вот как раз-таки, когда Лилит поменяла знак, Венера в знаке Скорпиона. У нас в точной оппозиции с Плутоном, а это выяснение отношений, это ссоры, скандалы, интриги, расследования. Естественно, почему бы этого не было, потому что у нас ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября. И это будет такой, я бы сказала, жаркий период. Для скорпионов первой декады сентябрь будет такой сложный с точки зрения отношений, поэтому здесь будьте аккуратны, мои дорогие. И начинается, конечно же, влияние Лилит напрямую к Солнцу Скорпионов первой декады, потому что Лилит уже в Козероге, а это хоть и гармоничный аспект к Солнцу, но все-таки, когда Лилит делает аспект, мы всегда у себя спрашиваем, правы, неправы, готовы, не готовы, точно или не точно, а может быть нам вообще это не надо, и мы расслабимся. То есть это не напряженные такие аспекты Лилит, но тем не менее мы всегда считаем, что где-то мы не правы. И да, скорпионы первой декады это чувствуют очень сильно и очень мощно. Скорпионы второй декады, хочу сказать, что весь сентябрь, и если даже я сейчас отмотаю назад вторую половину августа, буду чувствовать недовольство. То есть помните, дорогие скорпионы, второй декады я вам говорила, что вам вот развиваться хорошо вперед, да?
Потому что со второй половины августа, период, когда у нас таки будет работать работать Юпитер со второй декады Льва, эта история связана с нашими недовольствами, противоречиями. Здесь мы можем быть недовольны, если в работе это какие-то просто конфликты, то они могут выходить даже в юридические формальности, а это решение своих юридических вопросов на напряженных аспектах, которые не будут складываться в нашу пользу. Понимаете, я о чем говорю? Что нам жизнь даже через суды и иски покажет, что мы были неправы. Поэтому здесь очень сложная история судебных разбирательств будет все-таки в июле и первая половина августа у скорпионов первой декады. Поэтому если у вас запланированы юридические вопросы и формальности, передвиньте эту историю туда дальше, потому что не решите вы так, как вам хочется. Либо же вы очень много сил в это вложите, но при всем при этом, мне все-таки для того, чтобы дать вам четкий ответ, получится, не получится, нужны все-таки ваши данные, дату, время, место рождения, для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, потому что вдруг влияние других планет очень сильно перевешивает недовольство и напряженный аспект Юпитера. Понимаете, голословно основываясь на одном Юпитере я не могу, а движение других планет я не вижу сейчас на ваше Солнце, но, возможно, они оказывают влияние на домарные сетки в вашей натальной транзитной карте. Понимаете, я о чем говорю? И идем дальше. Юридические вопросы и вопросы недовольства будут как раз-таки у скорпионов второй декады, это со второй половины августа, то есть, понимаете, да, с коридора затмений и весь сентябрь. Продлится ли это в октябре? В октябре начинает работать история у скорпионов третьей декады, связанная с Юпитером. То есть то, что вы не реализовали, боялись, не хотели. И те же самые юридические вопросы, если вы их откладывали, то до декабря-января 2027 года у скорпионов третьей декады сложная история с юридическими вопросами и вообще, в принципе, с реализацией. Почему? Потому что через внутренние противоречия и каждый раз говоря себе, что я реально был неправ, я была не права, придется эту историю переделывать. Понимаете, я о чем говорю? Я всегда за то, чтобы сделать лучше медленно, но с первого раза и качественно. То есть вот здесь Юпитер как раз-таки будет с октября нам всем говорить, что как-то вот надо было нам сразу хорошо постараться. Ну, а если мы подходим к октябрю, то здесь, дорогие, хочу сказать, что у нас с октября прям-таки начинается октябрь, вообще очень яркий заряженный месяц. И вы мне скажете, Женя, когда он таким не был? Ну вот в 26 году октябрь очень мощный, потому что у нас что в октябре? Ретроградная Венера включается 3 октября в квадратуре с Плутоном, в квадратуре с Марсом, плюсом еще в соединении с Меркурием. Меркурий тоже находится в квадратурах к оппозиции Марс-Плутон. Оппозиция Марс-Плутон, еще это на оси Льва и Водолея. Наша гордыня, наши амбиции, наша реализация, наша семья, дети, наши родители. То есть все, что я перечисляю, это все наша сфера. Наше я, наша гордость. Либо мы одни идем в проект, либо мы с друзьями, либо мы отказываемся от друзей, либо мы, наоборот, все делаем одни, но это вопросы и качели, которые будут у каждого из нас. Понимаете, они будут свои, эти вопросики. И здесь однозначно это аспект бизнеса, аспект очень хороших денег, очень хорошего движения вперед, потому что на момент 3 октября у нас это не полнолуние, ничего, просто включается вот так под конец лунного цикла вот такая история на небе, когда мы движемся вперед. При всем при этом у нас в октябре уже четко сложена квадратура Лилит с Нептуном. То есть эта история очень сильно будет работать для скорпионов первой декады. Факт. 100%. Вопросы с иллюзиями, возможно, мы идем не туда, заблуждаемся 100%. Но с этим нужно что-то делать и понимать, где найти свою правду, с которой нам будет хорошо идти по жизни. Да? Оппозиция Марса с Плутоном. Весь октябрь будет эта история, и в ноябре она снова вернется. И здесь нужно таки понять, но вернется она уже через откатившуюся в весы, вернувшуюся обратную ретроградную Венеру. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь все, что делаем в конце сентября, а это будут мощные дела, истории, связанные вообще с работой, с карьерой, с ростом у всех скорпионов. Сейчас каждого скорпиона, да, перечислю, потому что все-таки у нас это будет запускаться 26 сентября
в полнолуние. Полнолуние у нас будет в Овне, и с этого момента у нас начинает запускаться вот эта такая мощная история сложная. Оппозиция Марса с Плутоном. Вопросы больших денег, очень больших денег, в какую пользу вы сможете эту историю решить, скорпионы первой декады. Вопросы бизнесов. Один, с друзьями, с партнерами, с любимым человеком. Как вы это сделаете? Красиво, некрасиво. Здесь делайте красиво, делайте душевно, потому что все-таки у нас северный узел перешел в знак Водолея, и здесь нужно, чтобы людям было от этого хорошо, от вашего бизнеса. Если людям от вашего бизнеса будет плохо, то бизнес, скорее всего, закончится очень быстро. Идем дальше. Скорпионы второй декады. Дорогие, у вас вопросы любовных отношений, у вас вопросы не сдаваться, не ругаться, в том числе продуктивное время для работы в очень таком хорошем, мощном ключе у Скорпиона второй декады начинается вот с 26 сентября и на весь октябрь. Не побоюсь этой истории сказать. Не ругайтесь в отношениях, не портите себе репутацию в том числе. Это скорпионы и второй декады, и третьей декады. Поэтому здесь, да, мои дорогие, вот такой момент очень сильный, мощный. Но и скорпионы третьей декады, реализации-то вам все-таки захочется, поэтому путем проб и ошибок идем в свою работу, в построении бизнеса, в движении вперед в том числе, потому что Юпитер будет делать к вам квадратуру. Но при всем при этом здесь потрясающий тринад Сатурна, понимаете, я о чем говорю? А это недвижимость, а это улучшение своих жилищных условий, социального статуса. Ни в коем случае не страдаем, не рыдаем и не говорим, что как-то у нас вот эта история плохо складывается. Период ретроградной Венеры. О чем? Я думаю, ребята, понятно, да? Ретроградная Венера будет влиять вообще на всех скорпионов, потому что она входит в аспект, в ретроградности, в аспекте с Плутоном и Марсом. То есть все скорпионы это прямо-таки почувствуют, да? Неважно, по какой декаде самого знака скорпиона она будет идти, но суть пьесы, я думаю, понятен, да? Плюсом, конечно же, у нас здесь вся эта история будет благоприятна с точки зрения кармы, поэтому здесь решения нам будет казаться, будем принимать сложные, как будто нас заставляют принимать эти решения, как будто мы несчастны там в любви, мы как-то страдаем. Но если посмотреть глобально и с точки зрения линейности своей жизни и событийности, здесь получится принять очень много правильных решений, и вы поймете, что где-то были неправы, покопавшись в своих страхах, поймете, что вы хотите разрушить эти отношения в период ретроградности, потому что вам просто страшно идти на глубину этих отношений. У меня есть хорошее видео «Любовный гороскоп» на 1,5 часа с любимыми тайм-кодами для экономии времени, естественно, да. В конце этого видео прикреплю, если не хватит места, не поленитесь, зайдите на канал. Там как раз-таки рассказала про любовные отношения, когда приходит аспект Плутона, что мы с этим делаем. И Скорпион – это тот знак, который справится. Поэтому здесь, дорогие, понимаете, разбирайте свои страхи. Для Скорпиона вообще всех декад нужно разобраться в любовных отношениях в период с 3 октября по 14 ноября. А потом Венера-то в ретроградном движении она вернется, но потом она опять этот период будет проходить и до конца 2026 года. То есть получается такая любовная история вообще у всех скорпионов. Любовная история и отношения с финансами. Да, наши отношения с финансами, насколько вы хотите жить ту самую жизнь, потому что здесь у нас все-таки аспект бизнеса большой, очень сильный, очень мощный. Но очень хотелось бы, чтобы вопрос заработка денег не стоял отвоевать этого своего партнера второй половинки через суд, потому что очень уж похожи аспекты. И Юпитер здесь ходит, делая квадратуру к Скорпиону. Поэтому, дорогие, не надо судиться, надо находить другие источники дохода, а со своими партнерами, со вторыми половинками, мужем, женой, может, кому-то слово это не нравится, ну, нужно договариваться, находить компромисс всех своих страхов, да, передавливать горло всем своим страхам, гордыням и амбициям для того, чтобы у вас получилось построить те самоотношения, которые все-таки хочется. Ну и да, дорогие, идем вперед. Ни в коем случае не надо разрушать то, что все-таки давалось построить таким сложным путем, особенно если очень много лет совместной жизни и очень много интересных событий у вас есть. Особенно если там дети. Потому что у меня пишут скорпионы, которые говорят, там 3 детей, 2 детей, был совместный бизнес, разошлись, все потому что жена моя много хотела. Или мой муж вообще вот
Так вы одинаковы абсолютно, понимаете? Но вы почему-то предпочли с этим человеком, с которым у вас уже там такая история, и вы пытаетесь найти какого-то другого, который вам абсолютно не подходит. А вот тот человек, с которым вы в какой-то момент очень сложно, причем расставались, с которым вы максимально похожи, но вы боитесь себе признаться, что вы точно такой же, потому что вам с этим человеком было вот реально классно и работать, и детей рожать, и семью строить, и достигать. И потому что вас очень кто-то понимал, точно такой же человек. А сейчас вы хотите найти какого-то легкого. При всем при этом вы вообще ни разу не легкий. Когда это скорпион или плутонянец какой-то был легкий, ну скажите мне, я не встречала. И идем дальше. Снимаем розовые очки в этом октябре. Лилит очень долго будет находиться в квадратуре с Нептуном, потому что это период розовых очков. И следом, как говорится, мы не ждали, но он к нам пришел. Период ретроградного Меркурия, мы ему вообще не благодарны. Третий раз за год. Конечно же, с 24 октября ретроградный Меркурий где? В Скорпионе. Естественно. И вот здесь апогей аспектов Юпитера, дорогие, про которые я вам говорила. Ретроградный Меркурий у нас включается на 3 недели в квадратуре с Юпитером. Меркурий в Скорпионе, понимаете, Юпитер во Льве, наша гордыня, наше эго, наша самовлюбленность, наша корона, можно это так сказать. И да, ретроградный Меркурий в Скорпионе, когда нам хочется свое отбить, отвоевать очень сильно. При всем при этом ретроградная Венера выходит как раз-таки 24 октября из знака зодиака Скорпион, идет в знак Весы в соединении с Солнцем и в точной квадратуре с Плутоном. Понимаете, дорогие скорпионы, мы все эту историю прочувствуем, и здесь момент, когда нужно быть максимально лояльной к ситуации. Вопросы больших сделок, да, но если это не со вторыми половинками нашими любимыми, потому что получится разрушить не просто отношения, но и репутацию. Поэтому в этот период ретроградного Меркурия я все-таки вам хочу сказать, занимайтесь любовью, а не войной. Нужные люди, связи и контакты, они нужные. И здесь нужно, конечно, таки очень сильно быть аккуратными, потому что все-таки следом после этого аспекта ретроградный Меркурий становится в квадратуру с Марсом, когда мы еще начнем очень сильно действовать, ярко, для того, чтобы доказать свою правоту. Но здесь нужно бизнесом заниматься, деньги зарабатывать, тогда будет получаться все очень хорошо. И вот мы идем в ноябрь. Вот мы идем в ноябрь, и у меня уже солнышко село, и мне пора логически завершать. Но ноябрь у нас будет, дорогие, хочу сказать, такой очень в том числе амбициозный, потому что все то, о чем я говорила, да, у нас в ноябре Юпитер становится в соединении с южным кармическим узлом, и там становится Марс. Солнце у нас в Скорпионе, то есть аспекты у нас на небе очень такие интересно, опять же, я про любовь в сторону любви, потому что Венера очень сильно поможет нам чувство любви, понимание, умение договориться в этом вопросе, потому что все те повисшие сделки, недоговоренности, ситуации, разрушенные отношения, если мы их будем рушить, получится разрулить только с помощью как раз-таки понимания и коммуникации. Венера будет в весах, хоть и ретроградная. Да, 14 ноября заканчивается ее ретроградное движение, но Юпитер с южным узлом кармическим говорит нам о том, что нам нужно отказаться от своей короны, гордыни, от своих действий, которые разрушали нашу жизнь. Вот это такая история, которая очень сложная, очень сильная, и после этого просто наступает такой момент Лилит в квадратуре с Сатурном на ближайший месяц, да, все это время Лилит была в квадратуре с Нептуном, то есть мы как-то в иллюзии себя вогнали, да, и вот здесь вот нужно убирать эти иллюзии, для этого нужно строить четкий план. И вот здесь нам захочется уже вернуться к той ответственности, которая у нас была, да, на финал 2026 года, если мы, конечно, не разрушим. Поэтому, дорогие скорпионы, и первой, и второй, и третьей декады, здесь, конечно же, осень будет очень жаркая с точки зрения отношений, но при всем при этом Лилит в квадратуре с Сатурном говорит нам о том, что нам будет очень страшно возвращаться к ответственности, к сложным смыслам, к пониманию глобальному. То, что в чем мы были точно уверены, нам будет казаться, что белое это не белое, а черное или какое-то цветное. Но при всем при этом нам будет казаться, что стабильность шаткая. При всем при этом аспект Уран будет находиться в очень гармоничных аспектах. У него не будет никаких напряженных аспектов. Вообще, в принципе, Уран уже в 2026 свое отбушевал. При всем при этом здесь недовольство Юпитера
недовольство Юпитера в прямом смысле к концу ноября, да, к концу ноября еще и подцепит нашу нереализованность Урана при всем при этом. Сложный аспект будет для скорпионов третьей декады, для скорпионов первой и второй декады. Дорогие, будьте все-таки аккуратны. Снимаем шапку Мономаха, идем пусть меньше, пусть не таким ярким, дерзким, амбициозным путем, но душевно. Сохраняем свои любовные отношения, потому что Венера снова зайдет в знак Скорпиона, и здесь будет у нас, знаете, это тот момент, когда мы помирились, и теперь мы вот будем опять наступать на те же грабли и проживать все то же самое в этих отношениях. И наша жизнь будет нам показывать, правда ли мы эти моменты усвоили или нет. И да, дорогие, хочу сказать, что конец ноября для скорпионов третьей декады будет сложненьким, потому что вот все недовольство нереализованностью Питера, конечно же, будет работать. Так хочу сказать, что, конечно же, октябрь и ноябрь – это не то время, скорпионы первой, второй и третьей декады, для того, чтобы заниматься испорченной репутацией, судиться, разбираться, выяснять отношения, делить имущество. Все эти вопросы будут открыты, и они будут получаться очень хорошо, естественно. Но под конец ноября у нас на небе складывается очень много потрясающих аспектов, и они у нас продлятся и в декабре, когда у нас будет очень хорошее время для того, чтобы реализоваться, заработать много денег, положить себе не просто в копилочку очень много классных воспоминаний, и в декабре подвести итог своего шикарного года, когда мы смогли и недвижимость купить, скорпионы третьей декады, когда мы смогли куда-то переехать на интересное, достойное место для себя найти, скорпионы первой декады, в том числе или третьей, когда скорпионы второй декады скажут, а у нас все классно в работе, в карьере, в жизни, в любовных отношениях, и мы вообще встали на ту жизнь, ну, то есть на те лыжи, на которые мы хотели встать, да, но при всем при этом у нас в декабре включается аспект Марса с Ураном. Это аспект, когда нам хочется выйти в закат, когда нам хочется свободы, все бросить и уйти. Плюсом у нас 12 декабря 2026 года у нас уходит в ретроградное движение Юпитер. А значит, он вернется к всем тем вопросикам нерешенным, которые мы не решили, замолчали, не сделали. И здесь вся профессиональная сфера, вся история, вопросы с нашей гордыней, с нашей короной, завышенной самооценкой, которая была завышена. Да? Я не говорю сейчас, что нам нужно сейчас всем признать, сказать, что мы не правы. Но если вы объективно понимаете, что в вашей жизни чего-то нет, да, значит, где-то были неправы. Если хочется. Может быть, вообще это навязанное мнение обществом, вам хочется другого, потому что Юпитер – это планета, когда мы искусно себе в прямом смысле сознание свое делаем мутным, да, потому что здесь, конечно, хочу сказать, что у нас декабрь очень хорош на гармоничные аспекты, кроме Марса с Ураном. И здесь только креативные смогут в декабре внедрить много, внедрить ярко, внедрить интересно. Но при всем при этом, хотелось бы, конечно, и в октябре, и в ноябре не разрушить свою жизнь там, где этого делать не надо. Вообще это потрясающий год для роста у скорпионов и первой, и второй, и третьей декады. Да? Для каждой декады какой-то период свой особенный, но однозначно, дорогие, хочу сказать, что только движение вперед, только развитие вот такое мощное нас делает интересными. Нам, конечно, хочется сказать, ой, да мы не хотим такую вот просто обычную такую жизнь. Да? Однозначно меня смотрят люди, которые куда-то стремятся, идут, потому что вы все подтягиваетесь и подтягиваетесь, вам куда-то надо, и это абсолютно нормально, потому что я сама человек, который в жизни постоянно идет вперед. То есть стоять на месте – это же скучно, жизнь – это движение вперед, и мы все не идеальны, мы все делаем ошибки, с первого раза ни у кого не получается, просто это нужно признать. Социальные сети нам внедрили и сказали, что можно сделать все с одного раза, и оно получится очень быстро, но так не бывает. Дорогие мои скорпионы, я желаю вам потрясающего, яркого, интересного года. И я надеюсь, у вас получится свое самообладание вот так настроить, пойти вперед в свое развитие. Конечно, не будет просто, будут штормы, но вы с этим однозначно совсем справитесь. И это хорошо.
Дорогие мои, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. И я в режиме свободного времени обязательно на все отвечу. Ну и желаю вам потрясающего 2026 года. Пока-пока.